Всем йоу, дорогие друзья и подписчики. Сейчас, я просто смотрю в экранчик, а не в этот. Я тоже. Всем йоу, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами, как всегда, я, Finder. И сегодня со мной... Никита, как всегда. Да, как и в прошлом ролике. Как мы вам и обещали, мы сегодня сравним все камеры вот этих вот наших телефончиков. Вот 13-й, вот 12-й, тут 10-й, 11-й. Поэтому пойдем сейчас на улицу и будем тестить. Также посмотрим новый киношный эффект, да, на этом телефоне. И также посмотрим макро. И самое главное, это 120 Гц, которые они нам завезли вместо 60. Мы будем сравнивать 60 Гц против 120. И будет очень интересно посмотреть на это все. Да, поэтому не забывайте подписываться на этот канал, ставить лайки, писать комментарии. Ну и погнали к просмотру данного ролика. А перед началом быстренько посмотрим разницу между 60 и 120 Гц. Так мы не особо что заметим, а вот если замедлить, то очень хорошо видно, где 120 Гц. И могу сказать, что вживую реально гораздо удобнее и плавнее все стало. Но если учесть, что эта функция на андроидах уже появилась давным-давно, то это спорная функция. Ну что же, начали мы с обычной съемки, на всех айфонах стоит 1X. И честно говоря, такое чувство, что за 4 года, кроме цены телефона, ничего не изменилось. Нас обманули, расходимся. Но все-таки на 13-м айфоне качество чуть лучше, и цвета более реалистичные. А вот 12 по сравнению со всеми телефонами очень синит. А также могу очень хорошо заметить, что с каждым поколением картинка все темнее и темнее. К примеру, на XS очень сильное высветление. Могу сказать, что мне почему-то на данных кадрах больше всего понравился 11 Pro Max. Но честно, разница минимальная. Как по мне, он словил какой-то цветовой баланс. Но каждому свое, а мы идем дальше. И тут у нас съемка идет с широкоформатной камеры. Опять, я, честно говоря, тоже никакой разницы не вижу. Разве что 11 все-таки снимает значительно хуже по сравнению с 12 и 13. Но в этом поколении эта камера появилась впервые, поэтому ему простительно. А это я, кстати, вам с XS подснял, как мы снимали весь этот ролик. А дальше я решил протестировать макросъемку. И вот тут уже, конечно, побеждает 13-й iPhone. На самом деле, макро меня очень даже сильно порадовало. Я потом отдельно стал играться с этой функцией. Также вот листик пофоткал. И вот настолько смог приблизить к камню. Мне, честно, очень понравилась макросъемка на 13-м айфоне. Но эта функция от слова совсем не на постоянку. Думаю, она будет нужна от слова совсем не каждому. Но тут есть один важный факт. То, что съемка происходила при хорошем дневном свете, а вот если становится темнее, то появляются уже шумы. А также мы протестировали их новый формат X3, и у нас тут пошло что-то не так. Появилось множество шумов, а также могу сказать, что, как по мне, это очень сильно близко. Но тут зависит от задачи. Лучше всего, мне кажется, тут справился 12-й iPhone со своим 2.5X, а вот с 11 и 10 спорно. 11 в разы четче, но зато на 10 получилась довольно прикольная бакешка. Как на камере. Если что, я имею в виду размытие заднего фона. Ну что же, теперь самое интересное, а именно киноэффект. И тут у меня двоякое впечатление. Детали с явными гранями в кадре и статичные получаются довольно неплохо. А вот уже более мелкие детали он вырезает крайне криво и часто сбивается. Вот тут это очень хорошо заметно. Могу сказать только то, что с камерой логично это не сравнится. Но поиграться с ней можно. Функция очень даже неплохая, и мне кажется, что у нее есть довольно хорошее будущее. Так как крутые кадры можно получить, но для этого пока надо будет заранее выставлять максимально качественно кадр. И напоследок я сделал пару фоточек. Качество на 13-й iPhone чуть получше, но незначительно. Вывод могу сделать такой, что если хотите взять максимально дешевый и ничуть не хуже вариант, то 11 для вас. Или же доплатить и взять уже 12. На 10 смотреть я уже не советую, так как нет множества функций по сравнению с другими флагманами. А вот 13 стоит брать, если у вас много денег. Так что выбор остается за вами. Деньги есть. Ну что ж, на такой ноте мы закончим данный ролик. Давай, может быть, свое мнение такое небольшое после всего вот этого. Стоит ли
ли покупать вообще новый телефон или нет, как думаешь? Ну, лично у меня ситуация сложилась тем образом, что у меня очень сильно телефон грелся, очень быстро садилась батарея за счет того, что он грелся. Соответственно, поэтому я решил поменять его на 13 Pro Max. И пока что 13 Pro Max показывает себя лучше всех предшественников. Но до этого у меня был 11 Pro Max, и он себя тоже крайне хорошо повел. Но я скажу то, что мне очень сильно зашел режим киносъемки, потому что он довольно интересный, и в принципе он работает как портрет на видео, а это гораздо важнее и круче. Также очень сильно порадовали 120 Гц, хотя я думал то, что это вообще будет незаметно для глаз, но на самом деле работать гораздо приятнее, насколько мы поняли за время эксплуатации данного телефона. Конечно же, за один день все досконально мы проверить не смогли, и это, можно сказать, наш первый взгляд на него. Но если будет хороший актив и вы захотите продолжение, то мы снимем для вас, к примеру, ролик iPhone спустя месяц. А пока вы можете посмотреть предыдущий ролик с открытием данного телефона. Так что не забывайте подписываться на наши инстаграмы, вот здесь вы можете их увидеть, чтобы посмотреть, какие фотки качественные получаются на данный телефон. Но вы не забывайте подписываться на данный канал, делать кнопку серой, это важно. Также лайк, подписочка, комментик. И увидимся с вами в новых роликах. До скорых встреч. Всем Пока-пока. Все,